Привет, друзья, меня зовут Леха, это канал Muffin. Как вы знаете, я люблю смотреть различные ролики, на которых запрещено что-то неопознанное, странное, мистическое, паранормальное. Сегодня я хочу посмотреть на торнадо. Это проявление природы в ее самом разрушительном, наверное, качестве, виде. Слава богу, в моей стране таких торнадо нету, у нас бывают на море завихрения небольшие, но в том же США есть даже аллея торнадо и время года, когда они наиболее часто встречаются. Они бывают ужасающего масштаба, вот как вы сейчас видите на картинке. И сегодня мы посмотрим 5 торнадо, которые ты бы не поверил, если бы их не сняли. Давайте начнем. Поехали. From a historic video showing the moment two powerful tornadoes were spotted at the same time in rural Nebraska, to a man driving home from work in Utah who accidentally captures video of a tornado tearing a roof off of a building and sending debris flying across the street. Here are 5 Канал Underworld. you would not Ссылочка на канал и на видео будет в описании. Спасибо. Итак, номер 5. In the great state of Nebraska lies the rural town of Ну вот, я сейчас нажму на паузу, если я не ошибаюсь, вот где-то вот в этой части, да, вот тут вот, Чикаго, Даллас, Сент-Луис, ну вот эта вот часть, это и есть аллея торнадо, где они больше всего встречаются, да? Ну, в общем, своими глазами, может быть, и хотелось бы это как-нибудь увидеть, но не настаиваю, если не увижу. That was until a few years ago. Back on June 16th of 2014, год 2014, июнь. large hail began to develop over areas of central and eastern Nebraska. As the storm progressed, it left behind the perfect conditions for supercell thunderstorms to form. Шторм увеличивался и создавал идеальные условия для создания торнадо. О, и два. Два огромнейших. Little did they know, they would end up recording some of the most stunning tornadoes ever caught on camera. Обалдеть. Два одновременно, и они оба здоровые. As they got closer, they began filming and noticed the tornadoes were moving towards one another. Там справа это просто incredible video. Такие здоровые торнадо называют пальцем Господа. Это вообще... Что это? Сколько он в ширину? Я знаю, что торнадо там делится на категории. Есть первый, второй, третий, четвертый, пятый, по-моему, самый большой. Вот тот справа точно пятый. А если они сейчас объединятся? Нереально. Просто нереально. Это ты представляешь, какая там разрушительная мощь? Как вообще жить в таких местах? These two tornadoes lasted between 20 and 40 minutes and traveled a distance of between 11 and 18 miles before dissipating. They did a great deal of damage to the small town of Pilger and tragically took one life. For as beautiful as they are, tornadoes do pose a serious risk. Одну, я думал, больше будет, честно, ну такой масштаб. Over $50 million of damage was done during the historic events of June 16th, 2014. Просто подчистую город. Пум! The state of Utah is not one you'd typically associate with tornadoes. In fact, it ranks among the states with the lowest tornado occurrences each and every year. Of course, nature is full of surprises. Он говорит, что в Юте торнадо особо не встречаются, но иногда бывает появляется. It all started on an average Tuesday in the Вот city видишь, of да? Lincoln. Оно получается, A man was Юта там в driving home горах. from work when he noticed the weather begin to change. What was originally a calm, overcast day suddenly turned to heavy wind and rain. Surprised by the sudden change, he decided to begin filming.
As conditions rapidly intensified, he began to spot more and more debris in the road. When he looked to see where it was coming from, he was shocked to find a powerful tornado only a few hundred feet away. То есть пошел ветер, и он камеру, грубо говоря, повернул, и торнадо уже слева от него. Ё-моё. Что это летит? Это птицы, что ли? Нет, это не птицы, это просто обломки какие-то. Мне показалось, что это птицы. Да ну, а куда прятаться? Надо еще определить, да, визуально, в какую сторону торнадо идет. Чтобы не получилось так, что ты поехал и прям под торнадо. Не, ну жуть. The tornado wasn't a particularly powerful one, and it was also short-lived. But in that time, it managed to tear a roof off of a building and send debris flying across the busy road. Those who were outside at the time were completely caught off guard. But according to reports, were all able to withstand the wind. It was a once-in-a-lifetime moment to capture on film. And thankfully, one that did not result in any injuries. Да уж. Located in northeastern China is the city of Taiyuan. The history of this location dates back many hundreds of years, and some 600,000 people currently reside within its borders. Thanks to its climate, the city and overall area experience some pretty severe weather throughout the year, with the bulk occurring in July and August. Now, back on July 3rd of 2019, locals captured the shocking moment a massive tornado tore through the city. The different camera angles give you a good idea of the varying shapes, colors, and levels of intensity that were experienced throughout its lifespan. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Типа с разных камер, да? Обалдеть. Обалдеть, прям по городу идет. The tornado hit at roughly 5:15 p.m. local time and was said to have only been on the ground for 15 minutes. But it was more than enough time to cause some serious damage to homes, buildings, and other infrastructure. Later, reports came out confirming that over 100 hectares of crops were destroyed and countless trees were blown over. It was a catastrophic and extremely rare moment for the city, and one we hope they never have to experience again. Да уж. Так, опять США, Северная Дакота. It's one of the least populated states in the country and is one full of rural, flat land. That, among other things, makes it an area prone to tornadoes. Now, back on May 26th of 2014, ой-ой-ой-ой, two men что in за the city of конус Watford такой? walked out of their trailer park homes to the site of a tornado beginning to take shape not too far off in the distance. As they watched, they realized that the twister was heading right for them and То есть decided они to hop into наблюдали one и of their вдруг trucks. поняли, что он прямо By на the time них they идет. got there, it had grown to a monstrous size and was now right next to them. Пока он шел, он увеличился. Вот они видят его издалека, и пока они просто снимают, такие вау! И потом понимают, что он на них идет. А это что за домики деревянные? Там даже фундамента, наверное, нету. Ёхайди. Ржут, главное, довольные. Мама, я снял торнадо. Ай-яй-яй-яй-яй.
Чувак, куда нам идти? Нам некуда идти. Так, беги в грузовик. Бегом в грузовик и... Так, а чё, грузовик не поднимет, что ли? Ёх, иди, прямо по ним почти идет, да? Интересно, способен ли торнадо машину поднять? Обалдеть. Это так завораживает, это страшно, а в то же время красиво по-своему. То есть ты смотришь на этот масштаб, это просто... Слов нет. Это же пыль, да? А когда над морем, он другой. Я, кстати, вспомнил, как над морем торнадо называется. Смерч, да? Водный смерч. Или водяной смерч. Despite its short lifespan, it did manage to damage several trailers and injure 9 people, all of whom recovered shortly after. It is a miracle the tornado didn't move from where it was, given how close the men were. They, however, seemed unconcerned by Он говорит, что им повезло, что торнадо не двинулся с места, где он был, и не пришел прямо на них. Но был очень близок, да. Итак, номер 1. Что же теперь под номером 1? У меня и так уже мурашки бегают от масштаба. But opening your front door and seeing one not that far away and realizing that it might be heading for you is a whole different story. For this man in Angus, Ontario, that's exactly the situation he was met with back on June 17, 2014, when a large tornado formed right behind his neighbor's house. On that day, he and his wife were outside watching the severe weather take shape. When they noticed the twister, they immediately began to alert neighbors about the possible danger while watching it quickly creep past. Они начали сообщать соседям, что вот соседи не видят, а они давай сейчас соседям кричать, что там торнадо идет. I think that's the start of a tornado. I think it is too. That is. That is. За домом. Tornado! Tornado! Ну молодцы, хотя бы начали кричать, они просто убежали, спрятались и... Ну, по факту не слышно, да? То есть чисто идет дождь и бац, из-за спины так... Ха! Thankfully, the tornado passed by without causing any injury or Торнадо damage прошло to their мимо. homes. All it had to do was move in a slightly different А direction. почему они это and it could have поставили на caused первое место? millions По of мне, как dollars раз in таки damage to пятое the видео надо neighborhood. было ставить на первое место, According to где the было man who 2 took the огромных video, торнадо the sound таких. was unlike anything he had heard before in his life. Meteorologists were quick to study the tornado and the path upon which it took. What they determined was that this one was likely part of the same storm system which spawned the twin tornadoes you saw earlier in this video. Ага, At the вот, end of the вот, day, да. it's a miracle nobody was injured. For as fascinating as they are, it's important to remember the danger that tornadoes pose. As with any natural disaster, it is always better to seek shelter than to put yourself in harm's way to try and capture it on film. Thankfully, we have videos like these to witness these phenomena for ourselves. В общем, он сейчас сказал, что на самом деле всегда лучше прятаться, чем пытаться заснять торнадо, поэтому, ребята, будьте осторожны. И напишите, пожалуйста, в комментариях, и бывали ли в ваших регионах, странах, местностях торнадо или смерчи, видели ли вы когда-нибудь что-нибудь похожее, просто интересно. Поделитесь своими впечатлениями или историями. Фуф. Хорошо, что у нас такого нету. Then be sure to subscribe to our channel and click the link on screen now. As always, thank you all for watching, and we'll see you in the next one.
Да, спасибо большое всем, кто просмотрел этот ролик. Не забывайте проходить по ссылочке на этот канал. Отблагодарим, поставим хотя бы лайк. Все, на сегодня все. Не знаю, меня прямо что-то аж... Мне стало не по себе немножечко. Пойду отдыхать. Желаю вам добра. Увидимся на следующих роликах. С вами был Леха, канал Muffin Play.